Привет, с вами канал Classic Drive. Посмотрите на эту огромную и безумную машину. Это не Photoshop, это тактический уничтожитель деревьев. Его задачей было давить джунгли. Но как это часто бывает с безумными идеями, что-то пошло не так. Сегодня мы разберемся, что это за монстр, где его использовали и почему в итоге от него отказались. Чтобы понять, откуда он взялся, нужно знать имя производителя. Это RG Le Tourneau. Эта американская компания была известна во всем мире. Она строила самые большие и невероятные машины на планете. Они с легкостью могли построить гигантский автопоезд, землеройную машину размером с трехэтажный дом и еще какой-нибудь не менее впечатляющий механизм. И вот в разгар войны во Вьетнаме в 1967 году армия США пришла к ним с проблемой. Этой проблемой были джунгли, густые и непроходимые. Они служили идеальным прикрытием для противника. Армии нужны были чистые просеки. Решение Le Tourneau было в их фирменном стиле. Они не стали аккуратно пилить. Они решили взять что-то огромное и просто все снести. Так родился Le Tourneau G68. Давайте заглянем этому монстру под капот. Там было на что посмотреть. Во-первых, вес. Источники называют цифры от 77 до 90 тонн. Для сравнения, это как два танка М48 Patton. Эти танки тогда активно использовались. Во-вторых, двигатели. Этот гигант использовал два дизельных V-образных 8-цилиндровых мотора Detroit Diesel, модель 8W71N. Суммарная мощность более 630 лошадиных сил. Но самое интересное – это трансмиссия. У него не было классической трансмиссии. Le Tourneau были пионерами дизель-электрического привода. Дизели крутили генераторы, а генераторы питали три огромных электромотора. По одному мотору было в ступице каждого колеса. Да, все три колеса были ведущими. Теперь о колесах. Это не шины, это три стальных катка. Высота каждого 3 метра, а ширина почти 2 метра. Они были покрыты гигантскими стальными грунтозацепами. Внутри колеса были заполнены пеной. Их нельзя было пробить минами или кольями. Спереди стоял мощный толкающий брус. Сверху была бронированная кабина для оператора. Принцип работы был прост. Машина ехала вперед, брус валил деревья, а трехметровые стальные колеса тут же превращали их в щепки. На бумаге и на полигоне в США все выглядело устрашающе. G68 мог расчищать землю очень быстро. Он был гораздо быстрее обычных бульдозеров. Но Вьетнам – это не полигон. Проблема номер один и самое главное – это грязь. Машина просто тонула. Представьте 90 тонн веса. Они опирались всего на 3 колеса. Это создавало колоссальное давление на грунт. Влажная болотистая почва Вьетнама не могла удержать этого монстра. Машина не умела плавать, она умела только тонуть. Хотя в теории она была способна пересекать и сушу, и воду. Проблема номер 2 – уязвимость. Этот агрегат был медленным. Он был невероятно громким. Только представьте рев двух дизелей. Машина представляла собой идеальную гигантскую мишень. Броня кабины кое-как защищала оператора от стрелкового оружия. Но против РПГ или фугаса у него не было шансов. В итоге уничтожители деревьев большую часть времени не работали. Они ждали, пока их вытащат из очередной грязевой ловушки. Армия быстро поняла бесперспективность этой затеи. Они сделали ставку на более простое, но эффективное решение. Это были бронированные бульдозеры Caterpillar, известные как римские плуги. Они были легче, маневреннее и гораздо лучше справлялись с вьетнамской грязью. Были ли эти машины только военными? Ответ – нет. Более того, армия США не покупала эти машины. Она взяла их в аренду у компании Le Tourneau. Сама идея уничтожителей деревьев родилась для гражданского рынка. Их планировали использовать в лесной промышленности и для расчистки земель. Например, для подготовки участков под строительство или сельское хозяйство. И у этой машины есть гражданские родственники. Так что военная карьера у G68 не задалась. Но сама идея катка для леса с такими странными колесами все же нашла свое, пусть и очень редкое, применение в мирной жизни. Le Tourneau G68 стал памятником инженерной мысли и грубой силы. Идея была в том, чтобы джунгли сами уступили дорогу этому монстру. Но инженеры забыли про главную силу – природу. Так он и остался в истории. Он был впечатляющим, но бесполезным механизмом. А какие еще безумные огромные машины вы знаете, те, которые оказались полным провалом? Пишите в комментариях. Надеюсь, ролик вам понравился. Оцените его после просмотра, это очень важно. До свидания.